Привет! Сегодня у меня на обзоре классические беспроводные наушники-вкладыши от Vivo. Модель получила название TVS Air и при своей стоимости в районе $38 предлагает несколько урезанную функциональность в сравнении с другими некогда очень популярными наушниками бренда Vivo TVS Neo. По всей видимости, в этом году инженеры компании решили немного передохнуть от инноваций и расчехлили свои старые лекала, по которым и сделали данное устройство. Для этого видео я купил наушники в темно-синем цвете, что по моему субъективному мнению выглядит интереснее, а также намного практичнее, нежели белый глянец. По крайней мере по части зарядного кейса, который выполнен из матового пластика. Он приятен тактильно, имеет небольшие габаритные размеры формата Pocket Friendly, да и в целом по сборке у меня вопросов не возникло, детали подогнаны хорошо. На передней стороне разместили одинокий диод состояния, по которому в зависимости от его цвета можно примерно понять уровень оставшегося заряда. Механизм петли пластиковый с установленным в него пружинным доводчиком. В открытом состоянии крышка не болтается без дела и не мешает доставать наушники из кейса, что в свою очередь в силу их глянцевой натуры задачка еще та, но со временем к такому извлечению привыкаешь, так что приноровиться можно. К слову сказать, подключение к смартфону происходит по открытию крышки кейса, а вот для первичного сопряжения возможно понадобится нажатие системной кнопки активации и сброса, которая находится на тыльной стороне. Нажимается она мягко, без характерного щелчка. Емкость встроенного аккумуляторного блока составляет 430 мАч, а в каждый наушник поместили батарею на 27. Заряжается устройство только по проводу, разъем размещен в нижнем торце корпуса. Помимо этого, в самом кейсе предусмотрена быстрая зарядка для наушников. 10 минут, проведенных внутри, обеспечит до 1,5 часов проигрывания музыки. Если же говорить об эргономике самой гарнитуры, то глянцевое покрытие имеет как свои плюсы, так и минусы. Но чего точно не отнять у Vivo TVS Air, так это их компактности и легкости. Наушники в ушах практически не ощущаются. Для людей с маленькими ушными каналами, да и для среднестатистических условно-стандартных ушей они подойдут идеально. Так что всем, кто никак не может себе ничего подобрать из современных моделей, рекомендую присмотреться к этой. В принципе, даже для ребенка такое устройство подойдет, в особенности если стоит задача купить беспроводные наушники, лучше смотреть в сторону вкладышей. В моем же случае посадка удовлетворительная, впрочем, как когда-то и с Vivo TVS Neo. Без дополнительных насадок в моих ушах они держатся неуверенно, при ходьбе приходится постоянно поправлять. По функциональным возможностям здесь все очень просто и отчасти скудновато. Датчиков автопаузы нет, а из жестов управления доступен всего один – это двойное касание. На него можно назначить функцию плей-паузы, переключение треков вперед и назад, вызов голосового ассистента или выключить сенсор вовсе. Все это дело доступно в фирменном приложении наушники Vivo, которое можно скачать в Google Play Market. В программе можно узнать точный уровень заряда как в кейсе, так и в каждом из наушников, настроить жест управления, как я уже отметил, он тут единственный, а также воспользоваться одним из музыкальных пресетов с акцентом на низкие, средние или высокие частоты. В стандартном исполнении наушники звучат достаточно хорошо, даже бас имеется в наличии, но если вдруг его окажется недостаточно, то включив пресет Мега Бас, он добавится. Если же учесть тот момент, что наушники в уши сели хорошо, то необходимости в применении пресетов, как по мне, вообще не будет. По крайней мере, в моем случае с применением силиконовых насадок все частоты хорошо различимы, середины с басом не перемешиваются, а верхушки не высверливают мозг. Их переизбытком, как это часто бывает во вкладышах, данная модель не страдает. Единственное, чего лично мне не хватило, так это объема в среднем регистре. И если бы сделали звучание чуть пошире, было бы отлично, ведь потенциал у наушников есть. Аппаратно за звук здесь отвечают 14-мм динамические драйверы, а его кодировку обеспечивают аудиокодеки AAC и SBC. За связь тут отвечает современный Bluetooth модуль версии 5.2, наушники при этом работают стабильно, без отвалов и обрывов. По крайней мере с моими смартфонами OnePlus Nord CE и Realme Narza 30 полет отличный. Так что в целом по звучанию и работе наушники проявили себя очень хорошо, но по закону жанра все хорошее зачастую быстро заканчивается. Ну а в случае с Vivo TVS Air через 3 часа и 5 минут проигрывания музыки на 100% громкости закончился заряд в наушниках. И вот по современным меркам результат не такой уж и хороший. И мне бы очень хотелось сказать, что громкости тут неприлично много, что слушать их на максималках невозможно, как, к примеру, это было с SoundPeats Air 3. Однако по факту это не так. Запас здесь имеется, но я бы не сказал, что чрезмерный. Сами по себе наушники не тихие, но лично мне их максимум дискомфорта не доставлял. Так что играют они хоть и громко, но в нынешних реалиях как-то маловато.
Что же касается дополнительной функциональности, то она здесь отсутствует вовсе. Опции мультиподключения в наушниках нет, как и нет встроенного режима с низкой задержкой для игр. Оттого в своем игровом тесте на популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile я получил результат в интервале от 240 до 320 миллисекунд. При этом во время просмотра YouTube отставание звука от видео на слух я не ощущал. Ну и вроде бы все самое главное и основное про данные наушники я рассказал. Осталось послушать, как отрабатывают встроенные в них микрофоны. От себя лишь добавлю, что после прослушивания теста очень многие отодвинут недостатки этих наушников на второй план, ведь работа микрофонов, особенно под условно экстремальной нагрузкой, очень приятно порадует. Ну что ж, друзья, начинаем тестирование микрофонов в наушниках Vivo TVS Air. Я сейчас нахожусь на такой тихой, спокойной улочке. Машин здесь не так много приезжает, но тем не менее в лицо дует такой легенький летний ветерочек. Погода прекрасная, облачная, но тем не менее солнышко периодически выходит. Тепло. В общем, людей здесь немного ходит, также здесь не так много машин приезжает, и в целом можно прикинуть, как в таком сценарии тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по данной гарнитуре, но находясь в какой-то такой локации. Ну что ж, друзья, у нас на очереди автомобильный тест, наушники Vivo TVS Air. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Мне сюда порывами начинает задувать ветер. Сейчас скорость у меня 80 км в час. Ярославское шоссе. Мимо меня здесь вот сейчас проезжает фура очень длинная, шумная. Сейчас уже машина проехала. Ну и в целом, нагрузка на микрофоны приличная. Как обычно в моих тестах, по-другому не бывает. Ну а это уже тест работы микрофонов в наушниках Vivo TVS Air. Я нахожусь сейчас в торговом центре и примерно как-то так отрабатывают здесь микрофоны при вот таком сценарии использования. В целом нормально. На улице они тоже себя проявили хорошо, так что как гарнитуру эти микрофоны и эти наушники можно использовать вообще в легкую. Ну а вот еще один тест работы микрофонов в наушниках Vivo TVS Air. Я сейчас нахожусь в локации, где внизу подо мной проезжают электрички довольно шумные. Рядом дорога в 1,5 метрах от меня, где проезжает очень много машин. Ну и в целом можно примерно понять, как тебя будет слышать собеседник вот при такой нагрузке на микрофоны. Если с ним будешь разговаривать по телефону с помощью данной гарнитуры. В целом здесь очень шумно, так что я решил нагрузить по полной микрофоны в данных наушниках, чтобы примерно можно было понимать, насколько возможно разговаривать по данной гарнитуре вот в таких вот, можно сказать, экстремальных условиях. Ну и подводя сегодня некий итог, могу однозначно сказать, что в качестве удобной и недорогой гарнитуры на каждый день наушники Vivo TVS Air прекрасно подойдут. Да, они довольно простые, в них нет кучи полезных функций, но при этом звук они выдают не стыдный, и самым главным, а для многих решающим фактором будут, конечно же, встроенные микрофоны. Только лишь за их отличную работу в любых условиях можно закрыть глаза на имеющиеся недостатки. Меня довольно часто спрашивают именно о вкладышах с хорошими микрофонами, и до недавних пор ничего кроме Ugreen H3 и Oppo NK-Air2 я посоветовать не мог, но теперь появились еще и Vivo TVS Air, которые по праву смогут занять свое почетное место в грядущем топе вкладышей. Ведь хороших моделей в таком формате даже сейчас на рынке не так уж и много, а чтобы еще и микрофоны работали отлично, таких вообще единицы. Ну и на этой прекрасной ноте я, пожалуй, буду закругляться. Если остались вопросы, то пиши их в комментариях, либо заходи в телеграм-группу вопросов и ответов и задавай их там. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.